做史莱克城也有100。他似乎在逃窜，而我要让您失望。我没有办法再传承您的衣钵。 Хо Юйхао успешно сбежал из города, а также избежал преследования со стороны 3-го и 4-го старейшин секты Святого Духа, направившись в лес зла. И все это стало возможным благодаря жертве Ван Цюэр. С ее гибелью сознание Ван Дунер наконец вернулось, а ее боевой дух эволюционировал, превратившись в драконью бабочку. Так что скоро пробудится Тан Утун. Немногие знают, но у Ван Дунер с самого начала была проблема. Ее сознание было неполным, ей не хватало одной его части. Когда-то бог-король Тан Сан тайно внедрил частицу сознания своей дочери Тан Утун в тело трехглазого золотого льва, чтобы обрести силу судьбы. Во время событий в Долине Чувств Ван Дунер погибла, но была спасена с помощью чудесного цветка, хотя так и не пробудилась, как раз из-за неполного сознания. После жертвы Ван Цюэр, хотя Хо Юйхао и получил наибольшую выгоду, даже находящаяся в коме в клане Чистого Неба, Ван Дунер тоже почувствовала это. Золотая энергия проникла в ее лоб и образовала золотой трезубец. Это знак того, что утерянная часть сознания наконец-то вернулась. Изначально у Ван Дунер было 2 боевых духа – наследственный молот Чистого Неба и сияющая богиня-бабочка. Однако после жертвоприношения Ван Цюэр раскрылся план Тан Сана. Вместе с сознанием вернулась и часть души и силы происхождения трехглазого золотого льва. Благодаря этому боевой дух Ван Дунер эволюционировал, превратившись в драконью бабочку. Мы видим, что ее тело парит в воздухе, за спиной появляются крылья богини-бабочки, а рядом сверкает золотой свет. В центре лба проявляется знак трезубец морского бога. Это может означать, что печать, наложенная Тан Саном на свою дочь, начала ослабевать. В оригинале у Тан Утун была нить сознания, которую Тан Сан когда-то поместил в тело Ван Цюэр. После того, как Ван Цюэр принесла себя в жертву ради Хо Юйхао, это сознание вернулось в тело Ван Дунер, и она пробудилась уже как старшая версия Тан Утун. С возвращением сознания и эволюцией боевого духа Ван Дунер вот-вот пробудится. Но когда это произойдет, она уже будет не Ван Дунер, а Тан Утун. Ее память о жизни как Ван Дунер исчезнет, и она вновь станет маленькой принцессой божественного мира, Тан Утун. После жертвы Ван Цюэр Хо Юйхао не просто избежал смерти, его сила вновь значительно возросла. В этой серии он пока не возвращается в Академию Шрек, а все еще находится в лесу. Жертва Ван Цюэр вызвала небывалую ярость у Дитяня и остальных духовных зверей. Вся территория леса наполнилась опасностью. После жертвы Ван Цюэр над лесом прошел ливень, а небо окрасилось в кроваво-красный цвет. Ее самопожертвование позволило Хо Юйхао подняться сразу на 10 уровней. Он также получил новое кольцо и кость, которые имеют неограниченный потенциал для эволюции и, можно сказать, являются артефактами. Дитян в ярости, звериная волна чуть не уничтожает весь континент. Ван Цюэр – императорский священный зверь, крайне важный для всех духовных зверей. Однако она пожертвовала собой ради Хо Юйхао, оставив весь свой род. В аниме показали, что Дитян знал о ее решении пойти в мир людей. В оригинале же она сбежала в тайне. Возможно, мы увидим сцену, где Дитян пытался остановить ее жертву. Но Ван Цюэр отказалась от помощи и настояла на своем – пожертвовать собой ради Хо Юйхао. В оригинале же это была просто влюбленность. После признания Хо Юйхао в любви она была тронута до слез. А в аниме это превратили в силу судьбы, через которую Ван Цюэр увидела, что Хо Юйхао – будущее всего боевого континента. Хо Юйхао не вернулся в Академию Шрека, скорее всего, из-за последней просьбы Ван Цюэр. Она понимала, что после ее жертвы в Звездном лесу начнутся волнения, и попросила Хо Юйхао как можно скорее отправиться туда. Сила судьбы Ван Цюэр перешла к нему, и теперь он стал носителем судьбы всего Звездного леса.
В это время Дитян ведет армию свирепых зверей. Они с ужасающей силой устремляются к Шреку. Он даже открыто угрожает уничтожить город до основания, не оставив даже травинки. Дитян, главный среди 10 зверей, абсолютный владелец Звездного леса, его культивация достигла более 800 тысяч лет. Даже старейшина Сюаньзы, скорее всего, не сможет ему противостоять. Изначально конфликт между зверями и мастерами уже был напряженным. А после того, как Ван Цюэр принесла себя в жертву, развитие всех зверей в лесу оказалось под угрозой. Поэтому Дитян требует, чтобы Сюаньзы выдал Хо Юйхао. Но тот в этот момент еще не вернулся. Переговоры между ними терпят неудачу. Сюаньзы отказывается выдать Хо Юйхао. Тогда Дитян направляет всю ярость на Шрек, и, возможно, в этой сцене он впервые появится в человеческом обличии. Несмотря на силу старейшины Сюаня, против 800-тысячелетнего Дитяня он явно уступает и в итоге оказывается побежден. Этот звериный натиск становится беспрецедентным по масштабам. К счастью, Сюаньзы и Золотое Древо сумели сдержать атаку Дитяня, иначе трудно даже представить, сколько обычных людей оказалось бы втянутыми в катастрофу. Хо Юйхао в это время был занят получением своего 7-го духовного кольца. Он был очень опечален жертвой Ван Цюэр. Решив оживить ее, для этого он должен стать богом. Однако жертва Ван Цюэр принесла Хо Юйхао много преимуществ. Его сила прорвалась на 70-й уровень, что также означало, что Хо Юйхао нужно было получить новое кольцо. Поскольку его духовные глаза духовного атрибута, по совету шелкопряда, Хо Юйхао приготовился войти в лес зла Империи Солнца и Луны, чтобы найти тирана Злого Глаза. Поскольку он является зверем с духовным атрибутом, это самая подходящая цель для него. Хо Юйхао проник в глубины леса с помощью Ока Судьбы и убил сына Злого Императора. Весь лес зла контролируется кланом тирана Злых Глаз. Их сильнейший представитель – Злой Император, который занимает 2-е место среди 10 свирепых зверей. Стоит понимать, сила Злого Императора настолько велика, что даже с Дитянем он может сравниться. Поэтому, когда Хо Юйхао отправился охотиться на представителей его рода, это было поистине безрассудное и смелое решение. Хо Юйхао входит в лес зла и становится свидетелем битвы 2 зверей, а затем быстро находит подходящую цель. Чтобы избежать лишних осложнений, он сразу атакует на полную силу, полностью подавляет Злого Глаза. Он убивает его на месте, получая в награду черепную духовную кость и красное 100-тысячелетнее кольцо, а также активирует истинную форму боевого духа. Однако то, чего Хо Юйхао никак не ожидал, убитый им Злой Глаз оказался сыном самого Злого Императора. Почувствовав смерть сына, Злой Император впадает в ярость. Если бы не способность к иммунитету, которую Хо Юйхао получил вместе с черепной костью Ван Цюэр, он наверняка получил бы смертельное ранение от ответной атаки Злого Императора. Нас ожидает очень насыщенная серия, полная событий. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!